Hi people, меня зовут Лиза, и это проект о путешествиях Backpack Венеция. Поехали! До Венеции мы добрались с Римини на автобусе компании Flixbus, которую видите здесь. Вообще можно дешевые билеты на автобусы и поезда искать вот на этом сайте. Там есть абсолютно все. Ехали мы 5 часов, билет стоил 15 евро. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. Приехав, мы оставили наши вещи на железнодорожном вокзале в Венеции. Стоит такое удовольствие 6 евро за 5 часов. Каждый последующий час плюс 1 евро. И это за одну сумку. Дай денег, мам, дай денег. Не хватает на пиццу в Венеции. Дай денег. Что касается Венеции, то от этого прекрасного города мы потеряли все дар речи, и поэтому давайте просто насладимся ей под хорошую музычку. Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta con te. Ho nascosto le mie lacrime. Стоп. Так не пойдет. Сначала немножко истории. О Венеции упоминается уже в источниках VI века. Венеция располагается на 118 островах, прорезанных 150 протоками и каналами, которые в свою очередь соединяются с 409 мостами. Вообще Венеция построена на деревянных сваях. Их всего более 1 миллиона. И только один мост Риальто построен на 30 тысячах таких сваях. И, кстати, о Риальто. В течение нескольких веков только по нему можно было пересечь Гранд-канал пешком. Внутри моста трубы, снабжающие город питьевой водой и газом. Центр Венеции – площадь Сан-Марко, на которой располагается собор Сан-Марко. Внутри находятся многие предметы искусства, привезенные из Константинополя еще во времена крестовых походов. Алтарь уникален. На его создание ушло почти 500 лет. Рядом с собором стоит колокольная башня Кампанила, собора Святого Марка, построенная в X веке. В начале 20 века она полностью обрушилась из-за землетрясений, ударов молний и износов. При разрушении башни не пострадал ни один человек, пропала только кошка смотрителя. Башню быстро восстановили, но дело в том, что с тех пор она отклонилась почти на 2 метра. И поэтому сейчас разрабатывают очень интересную конструкцию для укрепления фундамента, поэтому надеюсь, что башня все-таки не рухнет. Собор Санта-Мария-делла-Салюте имеет очень интересную, даже бы сказала, сказочную историю. В первой половине 17 века
Ужасная чума вспыхнула в Северной Италии. Дож и его семья погибли. Неудачи медицины и правительства заставили людей обратиться к религии и вообще к высшим силам. Выжившие постоянно ходили вокруг площади Сан-Марко в течение 3 дней и 3 ночей, читая молитвы. Было решено, что если город избежит полного опустошения, то они построят храм такого размера и красоты, которого еще не видел мир. Болезнь отступила, и жители решили выполнить свое обещание. Вечером мы сидели в кафе близ площади Сан-Марко. Мы с Настей ели мороженое за 1,5 евро, которое просто находка. Таня сидела спокойно и ела тирамису за 5 евро. И тут послышались шумы, крики, пение, вообще что-то непонятное. И мы стали свидетелями итальянской свадьбы. Что касается цен, то Венеция — это самый дорогой город, в котором мы были в Италии. Наверное, дороже все, кроме пиццы, которая стоит 6-8 евро, как и везде. Бутылка маленькой воды стоит 60 центов. Туалет 1 евро. Отдельно расскажу про итальянские кафе и рестораны. Если вы собираетесь покушать в каком-то заведении, то вам обязательно будут в чек включены чаевые. Они обычно составляют 1-2 евро на человека. Если вы не хотите платить эти чаевые, просто берите еду на вынос. На что нужно потратиться в Венеции, так это на Вапоретто, речной трамвайчик. Разовая поездка стоит 7,5 евро, но это правда стоит того. Если вы в Венеции более чем на 1 день, то вам стоит взять проездной. Они бывают абсолютно разные, цены вы видите все здесь, и катайтесь сколько душе угодно. I know I should be sleeping, but I just can't seem to figure myself out any more than usual. I'm nearly 23 and still not very interesting. I might as well find a little time to kill. Don't be long. I just might be wrong, 'cause I left my heart in Tokyo, and now I'm finding my... Мы провели в Венеции целый день, и на следующее утро у нас был самолет в Неаполь. В Венеции есть 2 аэропорта – Марко Поло и Тревизо. Мы летели из Тревизо. Тревизо – это небольшой городок, который находится рядом с Венецией. И так как жилье в Венеции дорогое, и нам вообще вылетать из Тревизо, мы решили, что мы будем ночевать именно там. До туда мы доехали на поезде Санта-Лючи за 3 евро 55 центов. И уже с вокзала в Тревизо до нужного нам места мы доехали за 2,5 евро. Да. Итак, мы снимаем True Stories, а не всю эту красоту, которую вы увидите. Это все неправда. Да. Сегодня с утра мы встали очень рано, чтобы не опоздать на автобус. Потом мы ехали 5 часов до Венеции. Потом в Венеции мы не могли зайти в туалет. Ну что, не стоит там 1 евро? Да, а у нас были только 2 евро, и нам пришлось менять это евро. Мы не могли поменять евро, потому что автомат сломался. Нам пришлось искать. И нам все отказывались, говорили, мы не можем, там автомат. Мы говорим, но он же не работает. И такие. Так, что у нас дальше было? Дальше ничего интересного. У меня оборвалась лямка на Лизиной сумке. Вот так вот. И сейчас мы сидим где-то. Покажу себя. Конец. Так, Привет! да. В общем, Мы идем по деревне. Нет, надо не так. Ночевать в Венеции это дорого. Поэтому мы решили сэкономить
Очень хорошо. И теперь мы ночуем где-то здесь. Где-то на обочине. Да. Тут какая-то деревня, стрекочет цикады. Так красиво. Давайте в поле. Еще тут работают магазины. Не один. Мы будем есть сегодня релизийные орешки, киви и мой йогурт. Зато у меня есть много ложек. Еще у нас есть пол-литра воды. Ой, не пол-литра, меньше. Тут есть дорожка для велосипедистов, а для людей нет. Тут люди не ходят просто. Ой, ё-моё. Гонщики итальянцы. Буду жить на даче в Италии. Чисто к бабушке. Всегда мечтала, да. Может, у них есть виноград или что? Вино из винограда. Мы тут стоим, в общем, на букинге нашли номер, но не было указано, кому мы должны жить. И вот тут куча всяких номеров, и мы просто рандомно нажимали. Нам ответил какой-то мужчина в возрасте, сказал, что это не он, и не говорит он по-английски. Лиза зашла в роуминг, теперь мы ждем нашего Он что-то печатает очень хостеса. долго. Он что-то печатает, а мы тут в роуминге. 10 минут. Мы ждем 10 минут на улице, где есть комары. Я считаю, это успешно. Короче, мы не будем ночевать в деревне, это самые настоящие апартаменты. Вообще. Я только что сорвала помидор с балкона. Ну ладно, я пошла. Мне приготовили салат. Найди. Блин, обалдеть. В общем, жили мы как в раю у этих замечательных людей за 3585 рублей. С утра нас отвезли в аэропорт, и мы полетели в Неаполь. Билет стоил на одного человека 2936 рублей. Я всем не рекомендую ехать в Неаполь. Я рекомендую, тут очень классно, мне очень нравится. Это наше жилье. Красота вообще. И километры за стеклом, там, где ты, там и есть мой дом. Я знаю, и ты знаешь, что выбора нет, мы так живем. Да многого нет, но мы вдвоем понимаем. Мама, я Венеции. Так. Нет. Катайтесь сколько душе угодно. Да хватит скрипеть, не трогай ты это кресло. Это последнее предложение, ты можешь не кричать? Все, Аня, стой, все. Добби не успел.